Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Оцениваем, что вас ожидает, каковыми будут энергии месяца и что новое войдет в вашу жизнь. Вы настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, так как помимо того, что я вам озвучиваю, по визуальному ряду арканов вам будет интуитивно идти сугубо ваша личная, индивидуальная информация. Поэтому входите в резонанс с картами и получайте значительно больше. Настраиваемся на расклад и приступаем. Общие энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Я надеюсь, вам арканы хорошо видны. Приступаем. Основные энергии. У вас ложится аркан сила. Потрясающая карта, которая дает и силы, и воодушевление, и возможности. То есть то, что вам по силам, то, что вы в состоянии преодолеть, достичь, добиться. Не просто так, благодаря вашим усилиям, терпению, выносливости, тому факту, что вы будете активно вкладываться в развитие каких-то процессов. Но самое главное, это возможно. Опять же, сам по себе аркан всегда говорит о том, что возможно, придется отстаивать свои интересы или быть поборником слабых, то есть помогать им отстаивать какие-то свои прерогативы. Более того, это карта, которая рекомендует вам обратить внимание на ваше физическое состояние, то есть, может быть, кому-то добавить больше физической активности, на укрепление иммунитета, на налаживание связей, контактов, потому что сила – это и есть возможность на кого-то опереться. Я дотягиваю аркан, здесь ложится пятерка чаш. Во-первых, это найти в себе силы после какого-то провала, неудачи, поражения. Это раз, то есть собраться. Или если в вашем окружении будут таковые люди, которым нужна эта помощь и поддержка, то есть не проходите мимо них. В особенности, если это там друзья, близкие, знакомые. То есть будьте для них верным плечом, наставником, помощью, соратником. То есть тем человеком, который вытянет их из этой эмоциональной стагнации. По вопросам работы. У вас здесь ложится рыцарь мечей. Карта напора, карта в какой-то степени конфликтности, агрессии. Но здесь будет, видимо, за что. Потому что этот аркан, который говорит о том, что несмотря на вашу лояльность, открытость и мягкость, когда есть необходимость, вы можете очень жестко отстаивать личные границы. Поэтому здесь может быть таковая ситуация. Мы будем сейчас смотреть, раскрывать, о чем говорит рыцарь мечей для каждого из вас. Для тех, кто у нас на данном этапе не работает и работать не может. Рыцарь мечей, десятка мечей говорят о том, что здесь ситуация остается неизменной. Вас может тяготить сам факт, что вы от кого-то здесь зависимы. То есть он будет заставлять вас входить в какую-то эмоциональную пучину, в ментальный такой раздрай. Поэтому здесь важно уметь собраться в этом вопросе, в этой ситуации. И дальше, не опуская рук, искать для себя ту нишу, где вы можете быть востребованы. Если вы являетесь соискателем, рыцарь мечей и туз мечей. Это тот момент, когда вам 10 раз говорят нет, а вы все равно идете напролом, не добиваетесь своего. В особенности, если это работа в какой-то важной, значимой, крупной компании с хорошим авторитетом, с хорошим потенциалом, поэтому здесь есть возможность отвоевать свое место под солнцем. То есть вам по силам, берите напором, идите на абордаж. И если вы у нас наемный сотрудник, то здесь рыцарь мечей, девятка жезлов. Вот то, о чем я вам говорила. Отстоять свои интересы. Ситуация, когда, может быть, на вас пытаются навешать сверх вашей должностной инструкции. То есть здесь мягко, четко, тактично показать, что у вас идет по трудовому договору, что вы выполняете, что нет. Ну, то есть не создавать прецедентов, когда, так сказать, вам могут сесть на голову. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, у нас здесь ложится аркан Луна. С рыцарем мечей это может быть, с одной стороны, да, переживания и страхи относительно будущего развития вашего бизнеса, вашей организации. И еще рыцарь мечей и Луна – это может быть просто нестабильность. То есть момент, когда есть и взлеты, и падения. То есть в рамках сентября может быть некоторый провал, у вас это будет, знаете, как выбивать вам почву из-под ног, но это не повод расстраиваться или переживать. Это просто, знаете, ситуация, когда идет такой некий период спада.
Оцениваем финансовую сторону вопроса. Смотрите, по финансам у вас все более чем прекрасно. Потому что карта умеренность – это зона комфорта, это потенциал, это когда ваши доходы равны вашим расходам, закрыты все ваши базовые потребности и более того, есть возможность тратить на себя любимых, на свои желания, на свои цели. То есть то, что вас воодушевляет, дает эту мотивацию, дает эту возможность влюбляться в жизнь каждый день, радоваться мелочам и наслаждаться текущим положением вещей. Если смотреть с вами вопросы здоровья по аркану Дурак. Ну, во-первых, карта, конечно же, у нас дуальна, как, в принципе, любой из арканов. С одной стороны, она может быть позитивна в том ключе, если у вас идут какие-то регенеративные процессы, то есть обновление, омоложение. Только я вас очень прошу не делать никаких пластических операций или инъекций красоты в период коридора затмения. Об этом я постараюсь снять отдельное видео, но с 18 сентября по 2 октября мы не выполняем подобных процедур. Исключением являются плановые ургентные операции по вашему состоянию здоровья. Поэтому до 18 сентября вы можете делать какие-то омолаживающие процедуры, профилактику, инъекции. Это действительно будет во благо, это запускает регенеративные процессы. Опять же, по дураку это зачатие, беременность, деторождение или забор биоматериалов для последующей процедуры ЭКО. Ну а в остальном дурак – это ваше халатное отношение к своему здоровью. Когда вы знаете о каких-то насущных проблемах, но откладываете их в долгий ящик на потом, по принципу само рассосется или пройдет, или я подумаю об этом завтра, решу этот вопрос позже. Вот это может потом привести к каким-то не совсем благоприятным для вас развитию ситуации. Поэтому не затягивайте. Если что-то где-то колет, тянет, болит, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. Личная жизнь. Карта Солнца. Смотрите, у вас прям синхрон с предыдущим знаком зодиака. Там тоже был аркан Солнца на личную жизнь. Это счастье, это радость, это теплота, это любовь, это новые возможности, это найти себя. Неважно, в отношениях вы или вы свободны. Это обретение внутреннего счастья. Вот это самый главный потенциал. Когда для счастья вам не нужен второй человек, когда вы счастливы, исходя из того, что происходит в вашей жизни, и вам даже комфортно самому собой. Но тем не менее, будем раскрывать, о чем говорит этот аркан. Для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Десятка жезлов – это, с одной стороны, груз ответственности, тяжести. И по дну колоды у вас здесь ложится двойка мечей. Аркан не предполагает новых знакомств, но, с другой стороны, это какая-то гордость за вашу реализацию, за то, что вы одномоментно можете тянуть несколько проектов, развиваться в разных направлениях. И тут у многих может складываться таковая ситуация, что на личную жизнь у вас просто может не быть времени или желания. И если вы в любовных треугольниках, Солнце и тройка мечей, это, знаете, как пролить свет на текущее положение вещей и понять, что не нужны мне отношения, которые мне разбивают сердце. Или я не хочу состоять в союзе, который меня отравляет, там, тянет на дно или является для меня токсичным. То есть это ситуация, когда вы выбираете себя. То есть ставьте себя на первое место на пьедестал и, безусловно, будете счастливы. Если вы в стабильных союзах, что мы здесь видим? Солнце и дьявол – это мощный приток сексуальной активности, сексуальной энергии, это сплоченность, это связанность с обязательствами. Для кого-то солнце и дьявол – это даже желание перевести отношения на новый уровень. То есть если вы не в браке, это может быть желание, стремление заявить там о помолвке или о перспективе создания семьи, потому что это, знаете, как связать себя даже на каком-то энергетическом уровне. У кого-то даже могут быть какие-то ритуальные аспекты, знаете, как единение друг с другом. Может быть и такое. Оцениваем с вами вопросы по рекомендациям, по совету. Пятерка монет. Пятерка монет – это у нас карта кризиса, карта бедности или аркан, когда вы должны сами найти путь выхода из этой сложной ситуации, то есть пройти этой тернистой дорожкой. Во-первых, это акцент на том, что не расклеиваться, не циклиться на каких-то негативных аспектах или тому, что не совсем там получается в жизни. Далее, позаботиться о том, чтобы не было кризисных ситуаций по состоянию здоровья. Далее, если это вопросы работы, сделать все для того, чтобы не был прецедент или не состоялся прецедент, чтобы к вам, знаете, относились как к чернорабочим или как к людям, которые не являются специалистами. То есть это в любом случае акцент на то, что прокачиваете ваши навыки, ваши знания, ваш опыт. Это всегда будет вашим таким запасным буфером безопасности. И опять же, пятерка монет – это оказывайте помощь и поддержку иным людям выхода из сложных жизненных моментов.
Оцениваем с вами неожиданность периода. Смотрим, что здесь. Так, лилии, корабль, крест, и дно колоды у нас карта гроб. Лилии, корабль, крест. Ну, во-первых, это как выявление какой-то ситуации, связанной с гормональными нарушениями или с аллергическими реакциями. То есть, может, кто-то пойдет к пульмонологу и будет здесь сдавать пробы. Еще это может быть ситуация ретрита, потому что как эмоциональное, ментальное и духовное очищение. Вот видите, лилии, корабль и карта крест. То есть у кого-то могут быть даже аспекты паломничества. Ну и помимо, в целом, это как кармическая ситуация, которую нельзя как изменить, отменить и так далее. Плюс закрывается какой-то для вас очень важный этап жизни. Если это касается аспектов паломничества, это может идти изменение самой локации или, может быть, даты вашего отъезда, скажем так, на святые места, на святые источники. Вот такой месяц. Я вам закрываю все только в положительном ключе, чтобы отыгрались исключительно благоприятные аспекты. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как для вас прозвучал этот расклад в жизни, отыгралась ли информация, какие перемены произошли. Если для вас актуальны обучение на картах Таро или же индивидуальные консультации, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!